момента, как мы познакомились с Димашем, мы стали сильно интересоваться Казахстаном. Салем, достар! Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня выпуск, о котором вы просите меня с самого первого фильма, который мы сделали о феномене казахов. Я заметил, что за последний месяц в друзьях нашего канала появилось очень много молодежи. И я также вижу все ваши комментарии, которых собралось уже больше 10 тысяч. Ваши комментарии, лайки, обсуждения способствуют продвижению наших видео и мотивируют сделать новые фильмы. И также среди комментариев я встречаю вопросы: Иван, ты кто сам по национальности? Почему снимаешь про Казахстан? И кто проплачивает ваши выпуски? И я подумал, что, наверное, нам стоит сделать отдельный прямой эфир, на котором я смогу ответить на все ваши вопросы. Поэтому следите за обновлениями на нашем канале. Обязательно в ближайшее время организуем стрим, на котором вы сможете задать все самые интересующие вас вопросы, а я с большим удовольствием вам отвечу. Ну а сейчас давайте перейдем к теме сегодняшнего ролика. Адиль, расскажи мне, почему казахи опережают русских в русском рэпе? Факт. Ну серьезно, что мы сделали не так? Что вы сделали правильно? Итак, сегодня мы будем разбираться, почему же казахстанские рэперы разрывают Spotify и YouTube. Почему именно выходцы из Павлодара, Усть-Каменогорска, Актобе, Алматы и других городов стали настолько популярными и актуальными? Что такого в творчестве рэперов из Казахстана и почему именно этот жанр будоражит кровь молодого поколения не только России и Казахстана, но и всех стран СНГ? А в последнее время, благодаря интернету, я начал замечать, что рэперы из Казахстана уже и вышли за пределы СНГ. Мы сейчас можем видеть, как они набирают популярность, в том числе и по всему миру. Сейчас на экране вы видите список тех рэперов, которые вы рекомендовали мне послушать, и которые сейчас либо уже стали, либо становятся популярными. Когда я говорю про популярность, я подразумеваю не только то, что их песни звучат из всех машин, телефонов, их песни крутятся на радио. Я сужу также по просмотрам на YouTube, прослушиванием на интернет-платформах. И, конечно, хорошим маркером для меня является интерес к рэперам из Казахстана от больших ведущих, как, например, Дудь или Ургант. И, к сожалению, в рамках сегодняшней передачи я не смогу рассказать о всех рэперах, да и сам я должен сказать, что я не весь рэп понимаю. Но так как меня очень интересует все, что связано с прекрасной страной, с Казахстаном, я постараюсь поразмышлять вместе с вами о феномене казахов в рэпе. Ведь должны же мы понять, почему страна, в которой живет всего 19 миллионов человек, настолько эффективно работает в самых разных областях, от культуры до науки. В общем, давайте разбираться. Рэп – это мелодизированный речитатив, а исполнитель рэпа – рэпер. Еще также может иногда называться MC. Это от английского мастер церемоний или церемонимейстер. Кстати, есть такой забавный факт. Несмотря на то, что рэп принято считать субкультурой, появившейся на улицах Нью-Йорка в 70-х годах, незадолго до этого, в начале 70-х, Адриано Челентано придумал и создал номер, в котором исполнял речитативом фразы на придуманном им языке, на смеси английского с итальянским. А вообще элементы речитатива и другие элементы, предвосхищающие хип-хоп музыку, появились и намного раньше Челентано. Считается, что первые прародители этого стиля были Бо Дидли, это блюз, джаз и ритм-н-блюз музыкант конца 50-х годов, и Мухаммед Али, который в 1963 году выпустил альбом I'm the Greatest, который рассматривается некоторыми авторами как ранний образец хип-хопа. Я должен сказать, что я, конечно, не весь рэп сам понимаю, хотя в детстве и в юности немного был увлечен американской рэп-культурой. Тупак, Эминем, 50 Cent, Onyx и другие рэп-исполнители довольно часто встречались мне и привлекали мое внимание. И тогда, конечно, я не понимал английский язык и не понимал, о чем поют легенды мирового хип-хопа. А сейчас я думаю, что пришло время американцев послушать речитатив на русском и казахских языках, и так же, как я, не до конца понимать, о чем же поется в песнях. Кстати, у меня в команде, я немного играю в футбол, когда есть свободное время, есть несколько классных ребят, которые сильно увлекаются рэп-музыкой, и я решил, что я должен обязательно показать им казахстанских рэперов и спросить их мнение. Они хорошо читают рэп. Казахстан? Да, Казахстан. Ну чё, как тебе? Нормально.
Ну тебе нравится? Да, конечно, мне нравится. Вообще Скриптонита можно назвать героем нашего времени. Его считают лучшим рэпером на сегодняшний день не только миллионы поклонников, но и музыкальные специалисты и многие большие артисты. На сегодняшний день это флагман русскоязычного рэпа. И, наверное, даже больше. Он один из самых значимых артистов в современной музыке. Его уже называют живой легендой и сравнивают с Виктором Цоем. Он создает новое направление, а любой его трек сразу одновременно становится хитом и темой для обсуждений. В текстах Адиля много философии и слов назидания. Это не просто лирика, это плоды глубоких размышлений. Это умозаключение о смысле жизни, о пути и миссии человека. В своих песнях он часто обличает грехи современного общества, пытается указать на ошибки и направить своих слушателей на праведный путь. Несмотря на то, что его жизнь полна пагубных вещей, разрушающих человека физически и духовно. И Адиль платит очень большую цену для создания того, что доходит до наших ушей в форме музыкального произведения. И сочетание музыки и его голоса передает всю эту энергетику до ушей слушателя. Он жертвует себя, каждую эмоцию, каждую ноту он буквально протаскивает через себя, в каждой песне выжимая свою душу до последней капли. Адиль Джалелов заболел хип-хопом в глубоком детстве. В 11 лет он начинает писать стихи и тексты, а уже в 15 сочинением собственной музыки. Как рассказывает Адиль, на его творчество оказало сильное влияние творчества Эминема, Редмана, Method Man и других популярных американских рэперов. Он специально не слушает других исполнителей на русском языке, чтобы избежать смешения с другими стилями. Он всему научился сам, и его выстрел стал результатом долгой работы. Его взросление шло параллельно с его музыкальным развитием, поэтому его путь к успеху можно назвать долгим и упорным. Недостаточно было быть просто талантливым для того, чтобы добиться успеха. Адилю понадобилось развить в себе нехилое трудолюбие и посвятить музыке себя всего целиком. Переломным моментом его карьеры сам Скриптонит считает 2014 год, когда он подписал контракт с Газгольдером, а уже в 2015 году рэпер выпустил свой дебютный альбом «Дом с паранормальными явлениями». Пластинка стала настоящей бомбой в музыкальном мире. Альбом поднялся на вторую строчку в iTunes чарте, обогнав альбом Джастина Бибера, но уступив альбому певицы Адель. Это один из самых удачных рэп-альбомов 2015 года, и в 2015-м Скриптонит стал рэпером года в России. Сейчас же Скриптонит — это уже не просто рэпер, это новое направление в музыке. Он создал свой лейбл Musica 36, кстати, об артистах, которые мы еще поговорим немного позже сегодня. Так вот, Скриптонит стал примером и живой легендой для музыкантов из Казахстана и доказал, что если верить в свое увлечение и работать над собой на пути к своей мечте, все дороги откроются. Адиль стал революцией, разрушил современные каноны и создал новую категорию в русскоязычном рэпе. И, наверное, будет правильно сказать, что Скриптонит — это одно из самых значимых явлений в современной культуре. Отличительной особенностью Скриптонита является то, что он перемешивает разные стили. Так же, как и пара молодых музыкантов Райм и Артур. Райм и Артур — это рэп-дуэт, который просто взорвал интернет. У молодых артистов десятки и сотни миллионов просмотров на YouTube, а реакции на их песни снимают реакционеры со всего мира. Эта песня тронула меня, потому что я скучаю по моей маме. У меня эта песня слезу пробивает. Да, эта песня о реальных вещах. Причем парни действительно работают в самых разных жанрах, от рэпа до дискотеки 90-х. Кстати, один из хитов именно так и называется. Все началось в 2018 году. Трек «Самая вышка» сделал молодых рэперов очень популярными, и на них даже обратил внимание известный казахский режиссер Нуртас Адамбай, благодаря чему эта песня стала саундтреком к фильму «Я жених». Сейчас же у них несколько суперизвестных хитов, популярных не только на территории СНГ, но и набирающих популярность в мире. Примечательно, что так же, как и многие другие таланты из Казахстана, они начинали работать буквально на коленке. В этом плане я, конечно, поражаюсь целеустремленности казахов. Пока другие говорят, что вот компьютер слабый, провода нет, микрофона нет, они просто берут и делают. Также огромными просмотрами на YouTube выделяется и рэпер из Казахстана Джа Халиб.
И про Джа Халиба мы уже немного говорили, но все равно скажу пару слов. Недавно он в очередной раз появился у Ивана Урганта и сказал несколько интересных слов о казахах. Вы сказали, было время, когда самые крутые музыканты были из Украины, а сейчас пришло время музыкантов из Казахстана. Вот. Да, у нас потрясающие комики, потрясающие режиссеры, люди искусства. Вообще это что-то. И все создают что-то новое, пытаются создать что-то новое в направлениях. Наверное, это потому, что у нас очень интернациональная страна. 122 национальности. Такой коктейльчик. Он дал какой-то свой выход. В этом смысле у нас не так много. Мы все держимся друг за друга. Мы всегда друг друга поддерживаем. Кстати, если посмотреть на музыку, которую делает Скриптонит и Джа Халиб, можно как раз почувствовать разницу в энергетике, которую артисты посылают через свою музыку. Я вообще против того, чтобы сравнивать каких-то артистов. Это, на мой взгляд, совершенно неправильный подход к музыке. Но последовательный взгляд на творчество позволяет видеть характер и жизненный путь артистов, понимать их эмоцию в музыке, что, безусловно, делает нас сегодня настоящими дегустаторами, исследователями различных творческих проявлений в культуре. Еще один интересный исполнитель, который заслуживает нашего внимания, это рэпер Gun West. Причем многие критично к нему относятся из-за его яркой внешности, и у него довольно много хейтеров. Это естественно, ведь, как правило, первое впечатление очень важно. И, скорее всего, именно первое впечатление самое яркое. Так что, возможно, поэтому экстравагантный имидж рэпера из Актау одновременно привлекает одних и отталкивает других. Конечно, можно по-разному относиться к человеку, но все-таки надо стараться не делать выводы по первому виду и первому впечатлению. Ведь иногда это очень обманчиво. Если говорить про Руслана Владимировича Гоминова, это настоящее имя артиста. Как и многие казахи, несмотря на то, что он еще молод, ему 28 лет, он уже размышляет довольно здраво, трезво оценивает свое творчество и свое положение в этом мире, и очень грамотно рассказывает о своих целях и жизни. Очень рад, что могу теперь зарабатывать, на чем я умею зарабатывать, то, что я люблю и то, что я делаю от чистого сердца. Все равно у себя в городе я себя всегда чувствовал каким-то изгоем, потому что меня никто не понимал там. Типа я люблю свой город, я люблю свою родину, но творить, именно делать музыку, я только могу это делать в России. Реально, у нас какая-то есть своя уникальность. Сейчас очень много казахских рэперов в России, и они набирают популярность. Какой-то у нас свой стиль вот такой есть. Еще один хитмейкер из Казахстана – это МД, Мади Токарев. 22-летний хитмейкер, саунд-продюсер и автор песен, который, как мне кажется, довольно скоро станет большой звездой. В основном в его репертуаре романтичная русскоязычная лирика в сочетании с приятными на слух очаровательными мелодиями. Сразу надо сказать, что часто вместе с Мади Токаревым упоминают и Данелию Садыкову или The Queen. Это 21-летняя соул-дива. Она поет об искренности девичьих чувств. Кстати, я должен сказать, что Мади состоит в лейбле Musica 36. Это именно тот лейбл, который был основан Скриптонитом в 2019 году. И вот список участников, которые состоят или когда-то состояли в лейбле. Тут очень много артистов, и все они сыскали популярность и по праву занимают свое место в плейлистах поклонников рэп-музыки. В этом списке хочется выделить Трувера, Дос и 104. Саян Джимбаев или Трувер стоял у самых истоков казахского рэпа и состоял в одной группе со Скриптонитом еще в 2009 году. Известный общественности по псевдониму 104 – это Юра Доробитько. Это великолепный пример человека, который вырос благодаря своему упорству и неимоверному труду. Он начал карьеру в 2008 году, когда просто создавал музыку для речитатива, и к настоящему моменту вырос до большого артиста с амбициями двигаться еще дальше. Айдос Джумалинов или Доус, так же как и 104, был битмейкером и вырос до настоящего музыканта. В 2021 году он вместе с The Queen выступил у Ивана Урганта, где они исполнили песню «Ветер». И мне кажется, что попадание к Урганту можно считать лакмусовой бумажкой популярности. Пообщавшись с казахами, я понял, что неблагодарных людей, мягко говоря, не любят и иногда даже наказывают. В Казахстане не любят жадных, злых и несправедливых к другим людям. Люди привыкли строить отношения на доверии, на честности и открытости. И, наверное, поэтому рэп также становится языком протеста. Казахи всегда отличались великолепным чувством юмора. И женское название мужского коллектива Ирина Кайратовна – это настоящий прикол, который, кстати, казался успешным маркетинговым приемом.
Почти все участники Ирины Кайратовны играли в КВН и даже как-то ездили в Сочи в составе казахстанской сборной. И в какой-то момент стали собираться, чтобы записать забавные ролики. Эти короткие ролики, вайны, не принесли большого успеха ребятам, и они решили сменить формат. И тут уже молодых юмористов ждал большой успех. Одновременно с шоу парни продолжают увлекаться и своим хобби – рэпом, который впоследствии становится не менее успешным направлением их деятельности. Сегодня концерты Ирины Кайратовны проходят с большим успехом, а клипы набирают миллионы и даже десятки миллионов просмотров. Друзья, мы уже перечислили многих артистов, и я знаю, что можно перечислять еще очень долго, но давайте все-таки подводить итоги. Несмотря на то, что всегда существовала проблема поколений, я должен сказать, что, наверное, будет правильно, если мы рассмотрим рэп не как что-то новое и непонятное, что-то, что довольно сложно понять и принять. Я предлагаю рассматривать рэп как культурное явление. Я помню, в моем детстве часто более старшее поколение не понимало музыку, которую мы слушали. Часто я слышал, что нет, такую музыку не надо слушать, вот есть классическая музыка, или вот есть вот такие хорошие песни. И, безусловно, в этом есть своя правда. Действительно, постепенно восприятие музыки меняется. И чем старше становишься, тем лучше начинаешь понимать классику. Уже даже бывают моменты, когда просто необходимо послушать музыку для души. Но, вспоминая детство и юность, я хочу сказать, что мы, наверное, должны уважать мнение и молодого поколения. Все-таки, если люди миллионами слушают композиции и смотрят клипы современных рэперов, значит в этой музыке есть определенная душа. Есть своя энергия, которая наполняет молодежь. Им нужно понимать, что рэп – это не просто музыка, это современная устная поэзия. Скриптонит и другие рэперы – это Пушкин, Есенин и Лермонтов современности. Не сомневаюсь, что они уже вошли в историю, и мы сейчас с вами становимся современниками их успехов. Так получилось, что условия, в которых оказались современные рэперы из Казахстана, помогли им развить в себе желание работать и трудиться, пробиваться через тернии к звездам. Как молодые деревья пробиваются сквозь старый потрескавшийся асфальт и разрывая его, так же и казахи прорываются в мир современного рэпа, да так успешно, что сейчас уже за зеленью множества деревьев не видно следов старого асфальта. Также я уверен, что во многом и айтыс-баттлы повлияли на успехи рэперов из Казахстана. Я предположу, что современные рэперы свободно чувствуют себя в рэпе, потому что сквозь поколения они перенимали в крови творчество акынов. Их таланты получают развитие вот в таком вот интересном виде. Спустя века все популярное сегодня творчество будет предметом изучения в школах. И я уверен, что благодаря музыке рэперов из Казахстана в будущем многие музыканты, многие артисты начнут свой путь. Поэтому, наверное, стоит с правильным интересом, уважением и мудростью относиться ко всей музыке, ко всему творчеству и самовыражению современных акынов.